Срочно обрати внимание, но на что, либо на кого? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, настраивайтесь на расклад. С вами Вика. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, почему-то хочется сразу сказать, что вот вы настолько любите своего ребятенка, у кого он есть, да? Либо же, даже если вот у вас нет ребеночка, вы то ли о нем мечтаете, вы всегда хотели, может быть, ребенка, даже не одного. У кого-то проиграется, что маленьких внучат можете любить, если они уже у вас есть. Ну, то есть вы такой очень заботливый папа, может быть, кто-то дедушка, да. Вот все для ребеночка, все для него любимого. Вы человек, который семейный, которому не нужны никакие гулянки, который очень постоянный. Вы человек, которому достаточно одного партнера, и все остальные для вас не будут существовать. Но очень важный аспект. Ваша женщина должна быть, вашей реальной половинкой. Вы всегда ждали, либо сейчас ждете от женщины, действительно отдачу, да, и это правильно. Отношения – это не игра в одни ворота. Поэтому у кого-то из вас может проиграться, что вы сейчас вот в поиске именно второй половинки. Даже, может быть, кто-то из вас ищет мать своих будущих детей, тоже может так проиграться. Кто-то из вас сейчас, может быть, находится не в очень хорошем таком состоянии, да, может быть, вы приболели. Если вы, допустим, обследовались, могли получить, такие не очень хорошие результаты, да, то есть переживания есть некоторые. Для кого-то, может быть, даже станет дилеммой, стоит лечиться, не стоит, потому что, допустим, это может быть довольно дорогостоящее лечение. Могут даже кому-то предложить, допустим, в стационаре пролечиться. Тоже может такое быть. Напишите, ребят, у кого сейчас действительно есть такая проблема, может быть, дилемма по здоровью, да? Сейчас и сезон простуд, в общем-то, многие приболели. Напишите, как вы себя чувствуете, мальчишки, напишите, все пишите, это важно для канала, и мне интересно знать, как вы поживаете. Для кого-то, возможно, недавно стала какая-то информация, может быть, событие какое-то, такое отрезвляющее, как холодный душ. Что-то вы могли услышать, увидеть, да, что вас, реально заставило, либо же круто поменять свое мнение о какой-то ситуации, о каком-то человеке. Давайте немножко уточним. Кто-то из вас мог разочароваться в своей женщине, либо же, даже если это бывшая женщина, вы могли о ней узнать, что-то такое, что, реально вы были, может быть, в шоке даже. Либо же могли ее увидеть, такое, не очень-то, в нелицеприятном таком виде, да, может быть, под шофе, может быть, я не знаю, может быть, где-то она под забором, грубо говоря, валялась, да, я утрирую, понятно. То есть что-то такое произошло, что вы подумали, елки-палки, как же так, с кем я живу, либо же жил, да, как-то в этом направлении. Есть у кого-то еще, знаете, может проиграться разочарование, и человек какой-то покажется вам совершенно с другой стороны. Это может быть либо друг-приятель, возможно, вы даже работаете вместе, такие приятельские отношения. Тоже, может быть, вскроется, либо же вскрылось лицемерие. Поэтому поменяйте отношения, реально такой холодный душ в вашей жизни. Напишите, если у кого уже резонирует этот момент, напишите, о чем вы узнали, да. Может быть, какая-то ситуация, может быть, какая-то тайна не очень-то приятная открылась, да. Многие мужчины, я знаю, переживают по поводу того, что ваш ли это ребенок.
У кого-то может даже проиграться, возможно, вы либо заподозрите, либо узнаете, что, может быть, там, не дай бог, конечно, воспитывали не своего ребенка, да? Тоже может у кого-то это проиграться, поэтому менять отношения вы не будете. Даже вот если вы даже тест ДНК сделаете, между прочим, может, кстати, у кого-то проиграться, что захочется реально сделать тест на отцовство. Вы это сделаете просто даже для того, чтобы, ну, такой вот факт, предъява, да, вашей женщине, что вот, посмотри, дорогая, я все знаю. Но отношение менять к вашему, даже если это вскроется, что это не ваш ребенок, менять отношения вы не будете, потому что вы любите его в любом случае. Вы его воспринимаете как родного. И то, что вы увидите на бумажке, ну это всего лишь, что вот, дорогая, я знаю про твои гулянки, и пошла-ка ты, дорогая, лесом, да, вот в таком плане. Отношение здесь к ребенку абсолютно не будет меняться. Так, мои дорогие, что еще? Очень часто витаете в облаках, очень часто бываете по жизни наивный. Кто-то из вас сейчас находится там, где горячо, много передвижений, много опасностей, много прилетов. Ребята, это я говорю сейчас о тех, кто мои земляки. Именно всегда, вот когда я говорю о том, что связано с формой, всегда я говорю о вас, не о другой стороне. Поэтому уж, дорогие мои, не обессудьте. Не буду называть, да, вот страны и так далее. Вы знаете, откуда я. Кому очень интересно, можете посмотреть. Поэтому, естественно, я за наших ребят. Кому не нравится, пожалуйста, никого не держу. Вы люди, которые порой не могут сдержать свой гнев, но это такой, знаете, справедливый гнев. Это такой, это гнев какого-то правдолюбия, что ли. Вы такой, знаете, вот борец за правду. Вы человек, который всегда может, даже в ущерб себе, вы можете защитить слабого. Вы можете в ущерб себе что-то такое сделать, ну, чтобы помочь другому человеку, да? Вы не боитесь поделиться, вы не боитесь помочь даже чужим людям, когда вы видите у человека горе, беда. Вы никогда не пройдете, не проедете мимо чужой беды. И это здорово. Напишите, ребят, у кого, может быть, резонирует, какие были у вас такие сложные ситуации, когда реально вы кому-то помогали. Мне очень интересно всегда читать ваши истории. Знаете, вот вы человек, который, будучи, может быть, даже вот в форме, казалось бы, там, где горячо, ну, даже если мы не берем форму во внимание, вы довольно сильный мужчина, да? Но есть какая-то ребячество, такая доля ребячества в вас. Есть что-то такое неуловимое. Ну, это сродни, знаете, тому, как вот дурачатся дети. Это сродни тому, как можно дурачиться с любимой женщиной, прикалываться, шутить, вот в таком плане. Вот какая-то такая, знаете, позитивная дурашливость. Ну, я сейчас в позитиве это говорю, да, не в обиду никому. Можете такое что-то учудить, сотворить, а потом тут же стать такой, я вот весь серьезный, я гроза народов, и я пошел спасать людей. Я такой вот Робин Гуд, да? Но могу подурачиться. Ну, это коротко, если о вас, мои дорогие. Давайте-ка посмотрим, на что вам нужно обратить внимание. Я буду разные ситуации описывать, а вы уже переворачивайте под себя, кому и что подходит. Обратите внимание, знаете, на что? Обратите внимание на человечка, который входит в ваше окружение. Это может быть, ну, даже какая-то приятельская компания. Это могут быть какие-то посиделки, вот по работе, дружеские. Но это, скорее всего, будет новый человек для вас. Может быть, вот в вашу компанию с друзьями, да, придет новый человек. Человек, который имеет довольно неплохие связи. Он может быть даже сам, в общем-то, довольно неплохо влиятельный.
Я бы вам советовала обратить на него внимание и дружить. Ну, по крайней мере, завести дружбу с ним, потому что человек и сам по себе довольно неплохой. И в то же время, если у вас возникнут какие-то трудности, особенно там по работе, по финансам, какая-то помощь нужна будет, вот как друг он классный, он не испорченный ни деньгами, ни связями, ничем, но вам еще по жизни он может пригодиться. Вот на него однозначно обратите внимание. Далее, смотрите, еще мне показано, у кого есть маленькие детки, либо внуки. Здесь на детках я делаю акцент. Это для вас сейчас информация. Обратите внимание на то, чтобы они не травмировали себя. Потому что может быть какая-то ситуация, когда вот они, ну, тоже могут дурачиться, да, как ребятня. Где-то либо на качелях, на горках кататься, еще где-то. Ну, то есть, да, ну, детство есть детство, это нормально. Но в то же время, чтобы они не травмировались, потому что может быть травма, вот здесь будьте осторожны, могут быть потом переживания. Просто, ну, либо же следите за детками, там, за внуками своими, либо не пускайте на какие-то, может быть, там, крутые горки, да, на какие-то опасные качели, тем более, если это там маленькие дети, то просто как-то вот будьте осторожны. Далее могут взвалить по работе. Вот обратите внимание еще на то, что сейчас я уточню. По работе есть какой-то у вас человечек, может быть такой, внешне такой вот милый-милый. Как говорится, без мыла в одно место лезет. Простите за такое сравнение. Может такой, знаете, слащавый, ну такая прям ходячая лесть. Может втянуть вас в какое-то дело по работе, но это будет подстава. Просто вот обратите внимание на этого человека. Вся информация, которая будет исходить от него, куда он будет вас приглашать. Может быть, он будет даже вот вроде бы по каким-то рабочим моментам вам что-то советовать. Не идите на поводу у этого человека, потому что, ну, до греха доведет, а потом обставят это все так, что вы, ну, типа, это вы виноваты, если там что-то случилось, да, что это вы накосячили, вы виноваты. Но, повторюсь, сейчас может быть довольно дружелюбный, лицемерный, вы можете даже не подумать, что это он, да. Но, опять же, я всегда говорю, включайте свою интуицию, она никогда вас не подведет. Далее, ну, сейчас такой приятный момент, романтический. У вас, либо же уже у кого-то сейчас, может быть, есть женщина, которая вам нравится, симпатична. И даже, может быть, у вас нет сейчас никаких отношений, вы можете либо просто присматриваться к ней, либо же просто по-дружески общаться. Обратите на нее внимание. Это женщина, с которой у вас могут получиться довольно неплохие любовные отношения. Она, между прочим, тоже вам симпатизирует. Она неровно к вам дышит, но ждет, что вы ее то ли на свидание пригласите, то ли вы там телефончик у нее возьмете. Ну, у вас может очень такая классная романтика с ней получиться. Потому что вы человек, который и сам любит романтику, вы умеете устроить романтику, особенно, я думаю, по молодости вы чудили, могли, может быть, на 5-й этаж по водосточной трубе вскарабкаться. Кстати, напишите, чудил кто-то такое или нет по молодости? И что вы чудили? Напишите, ребят. Поэтому обратите внимание на эту женщину. Теперь смотрите, куда-то вас могут еще пригласить на какую-то гулянку, может быть, на день рождения, да, вы еще можете сомневаться, идти, не идти, может быть, у кого-то корпоратив какой-то, да, ну, то есть какое-то застолье, пиршество. Смело можете пойти, потому что отдохнете, вот и душой, и телом. Ну, просто вот классно отдохнете в дружеской, хорошей компании. Теперь еще один не очень-то приятный момент. Но это будет касаться скорее тех, кто, может быть, вы давно живете, ну, либо же это гражданский брак. Это токсичные отношения, да, ну, то есть вы знаете, мне не нужно вам озвучивать, у кого все не ладится в отношениях, вы сами это знаете. Так вот, теперь будет информация немножко для вас.
Я бы советовала обратить внимание на свою женщину, потому что у вас могут быть подозрения в ее измене. И действительно, если вы это чувствуете, я вам скажу, что вы чувствуете это не зря. Здесь есть третий лишний, здесь есть измена, проблема отношений, но почему вот вы ее терпите до сих пор? Здесь и унижение, здесь и ситуация, когда вас не считают за мужчину, простите, да, я не люблю такие вещи говорить. Но, тем не менее, то, что я вижу, что вы до сих пор все-таки ее любите. Вот любите, вот подозреваете, может быть, кто-то четко знает, что изменяет, гуляет, но люблю не могу. Вот как привороженный, люблю не могу, да, и не могу ее отпустить. Обратите внимание на то, что вы живете во вранье, во лжи, в изменах. И спрашивается, задайте себе вопрос, а зачем вам это? А зачем вам женщина, которой вы не нужны, ребят? Вот подумайте как-то на досуге. Повторюсь в 101 раз, уже не один раз рассказывала. Если вы живете кто-то ради детей, это вообще величайшая ошибка. Я просто вам это говорю даже как психолог. Вам любой психолог об этом скажет. Я не буду кичиться там, да, что я такая самая умная. Нет, вам скажет любой психолог, что жить и сохранять семью, отношения просто ради детей, вы делаете хуже только им. Дети видят и понимают, и чувствуют. Дети очень классно чувствуют атмосферу между мамой и папой. Они берут модель вашего поведения и переносят потом в свою жизнь. Они, если видят, что вот папа был, допустим, там в роли жертвы, мама издевалась, мама гнобила, а папа терпел. Ребенок вырастает, становится таким же. Ребят, вы хотите, вот я никого не хочу не обижать, я просто вот вам как психолог это рассказываю. Вы хотите своему ребенку такую же участь, как вы. Жить как соседи, быть в токсичных отношениях. Лучше иногда быть воскресным папой и нормально проводить время, но не видеть вот эти все ссоры, конфликты, скандалы, психологию жертвы. Понимаете? Печалька, конечно, я не знаю, вот, конечно, каждый решает сам, но жить вот просто, да, я понимаю, что кто-то патологически любит своих детей, но люди травмируют, сами травмируют своих детей, вот, живя в таких отношениях. Так, еще давайте напоследок посмотрим, на что вам обратить внимание. У вас будет какой-то очень такой удачный случай, ребят. У каждого это будет, понятное дело, свой такой случай, шанс. Смотрите, это может быть, допустим, если вы ищете работу, будет очень классный шанс устроиться на хорошую работу, высокооплачиваемую работу, когда вы будете, ну, в кайфе, вам будет и приятно поработать, и неплохую денежку заработать. И, в общем-то, все вас будет устраивать. У кого-то может проиграться, что это шанс на, может быть, это будет переезд, да, вот если вы, ну, такие самые банальные, да, вам примеры привожу, потому что у каждого это своя ситуация. Вот то, что вас беспокоит, то, что вам необходимо, что, может быть, волнует вас, вот у вас будет шанс на решение вашей какой-то проблемы. Если вы хотите переехать, у вас будет шанс, да, допустим, либо же работу классную найти, опять же, в другом городе, либо же снять квартиру вы хотите, опять же, вам попадется либо объявление, либо же кто-то из знакомых вам предложит, что вот у меня есть там, может быть, по соседству, да, сдают классную квартиру. То есть у каждого будет свой шанс, и вы, ну, с легкостью решите все свои вот какие-то насущные вопросы. Обратите вот внимание на то, что удача вам будет сопутствовать. Вот у вас будет период удач. У вас начинается, мои хорошие, белая полоса. Ну, кроме, конечно, тех, кто живут в токсичных отношениях, но вы, ребята, сами решаете свою судьбу. И вы сами, пока не поставите точку, эта токсичность будет только накапливаться. И вы будете как в болоте грязнуть в таких отношениях. У всех же остальных, кто позитивно мыслит, кто настроен на позитив,
на то, что жизнь прекрасна и не нужно тратить ее на людей, которым вы не нужны. Я желаю всего самого лучшего, ребятушки. Я желаю, чтобы поскорее у вас у всех началась белая полоса во всех отношениях. Ну и, конечно же, кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!